Друзья, всем привет! Привет, друзья! Мы приехали в Абхазию, и сегодня у нас на обзоре отель Абаат. Сейчас мы вам проведем экскурсию, что находится внутри отеля, как выглядят номера, чем там можно заняться, а вы пойдемте с нами посмотрим. Что внутри? Поехали! Сюда. Такие красивые ворота заходим. Пойдемте дальше смотреть, что тут есть интересного. Сам отель был построен вообще по заказу принца Ольденбургского, замок которого вот видно прям из отеля. Пойдемте. В начале 20 века. Вот как давно. Здесь раньше вот эти вот кирпичные кладки, здесь находилась стена. Называлась она крепость Абаата. С 5 века аж нашей эры эта крепость существовала. Она защищала эти местности от каких-то там набегов, каких-то войн, территории. Вот, и значит, потом приехал сюда в начале 20 века принц Ольденбургский и сказал, что давайте здесь сделать в Гаграх местное Монако, так сказать. Так потихонечку здесь начала образовываться курортная зона в Гаграх и, в принципе, во всей Абхазии. Вот, значит, в следующий корпус мы дошли, называется меблированные комнаты. Меблированные. Пройдем, посмотрим прям поближе. Вот вход в меблированные комнаты, да, там наш номер, и вот наш балкончик, где нам достался номер с очень красивым видом на море. Сразу покажу, что есть на территории. Вот здесь пойдемте посмотрим, кроликов разводят. Очень милые кролики. Ой, веточки. Привет, друзья! Это видно мама, папа. И здесь малыши. Очень много. Тут их кормят. За ними ухаживают. Ой, сколько у них еды. Ой, малыши. Какие хорошие. Привет. Вот другой кролик. Пойдем дальше смотреть, что тут есть интересного. Весь отель состоит из 2-3 этажей. Это, кстати, очень круто, очень удобно. Когда ты сначала там сидишь на бассейне, потом идешь на море, потом тебе приспичило пойти в ресторан, ты быстренько забежал в номер, переоделся, и никаких лифтов, никаких километровых территорий нету. Вот это вот перед нами главный корпус. Сейчас сразу туда пойдем. Здесь находится ресепшн. Есть магазин пляжной одежды. Кстати, очень дешевые цены по сравнению с тем, что есть в городах. Вот здесь вот номера тоже наверняка очень красивый вид у них. Тут и на море, скорее всего, на горы. Пойдемте покажу, что здесь. Так, вот здесь вот такая небольшая комнатка. Мы здесь играли в Xbox. Все бесплатно, очень классно. Тут есть машинки, FIFA, Майнкрафт. Все как обычно, все можно взять, поиграть бесплатно. Не прошла эта передача мяча соперника. Немцы идут в атаку. Положение вне игры. Дальше, вот здесь стоят самокаты. Аренда платная. Давайте посмотрим цены. Вот такие цены. Так, там находится спортзал и основные тренажеры. В спортзале, кстати, все время практически присутствуют 2 тренера, мужчина и женщина. У них есть расписание тренировок. Можно наверняка спросить, уточнить у них, что да как, во сколько проходит.
Проходим дальше. Я, кстати, беру коврик тут в спортзале и иду с утра заниматься йогой. Вот магазинчик пляжной одежды. Цены, еще раз повторюсь, очень классные. Здесь есть ресепшн. Корпус называется «Приморская гостиница». Состоит из 3 этажей. Вот, кстати, здесь есть лобби-бар, как мы поняли, небольшой, но он сейчас не функционирует. Ну, просто можно посидеть. Здесь есть маникюрный салон, педикюрный, массажный. То есть можно все сделать на месте. Цены потом тоже покажем, ставим. Бассейн. Уже много людей. Сейчас время часов, наверное, 11, да, утра. Потом ты отверни, и я полечу. Тепло. Градусов 36. Тут глубоко, вот так. Тут 2,20, а там, наверное, 1,20 м. О, пойдем дальше. Тут есть очень классные животные необычные. А вот сюда еще давай. Вот здесь вот русская баня. 2 часа стоит 4000 рублей. Также тут купель. Можно заранее заказать, и будет все готово. Вот, мы пришли. Уважаемые гости, убедительная просьба не кормить пуму. Здесь 2 пумы. Мальчик? Мальчик и девочка. Мальчика зовут Джордж. Вон они там в домике сидят. Потом вставим кадр, где мы нашли, когда они гуляют тут по территории. А девочку нам не сказали, как зовут. Мальчик Джордж, ему около 5 лет, а девочке около 3 лет. Они здесь живут с самого рождения. Как они сюда попали, нам тоже не рассказали. Дальше идет очень красивое, царапало, большое футбольное поле. Да, у тренеров, как я уже сказала, можно уточнить расписание тренировок, попросить мячики. Там также рядышком теннисный корт. Ставим еще кадры, как походили, тут поснимали, что люди делают. Вот, и тут прям выход на пляж. Good morning. Good morning. Доброе утро. Не обращайте внимания на наши облезлые личики. Это фишечка наша такая на отдыхе. Ходить в таком стиле. Пошли мы на завтрак, на шведский стол. Сейчас покажем вам, как он выглядит. Мы купили номер сразу с завтраками при бронировании, поэтому у нас вышел шведский стол. Его можно не покупать, можно на месте уже оплачивать шведский стол. Можно вообще им не пользоваться, да, и ходить куда-то рядышком в кафешке. Итак, смотрим, что на столе есть у нас на шведском. Есть свежие булки, свежий лаваш, хлеб, колбаса, сыр, сосиски, творог, разные варенья, соленья, фишка абхазской кухни, соленья, яйца вареные, яйца жареные,
чай, кофе нет, кофе нужно покупать отдельно за дополнительную плату. И апельсины, яблоки, ну, в принципе, все. Еще блинчики. Плюс-минус каждый день шведский стол одинаковый. Покажем вам заодно меню Абаата ресторана, который находится на территории самого отеля. Кстати, фишка этого ресторана, что шеф-повар обладает 1 звездой Мишлен. А еще отдельная японская кухня. Мы пробовали в Абаате, в ресторане Абаата, пиццу с морепродуктами, пробовали там ачму с сыром, я очень люблю ачму с детства. Морепродукты нам понравились, все кроме креветок. Креветки, наверное, были замороженные, да, все-таки, не свежие. Вот. Но официант нам говорил, например, что там вот сегодня у нас завезли мясо свежее, попробуйте. Вот, то есть к ним привозят, видимо, свежее, они рекомендуют это к потреблению. Из минусов хочется сказать про шведский стол, что нам, например, не хватало очень каких-то свежих овощей, фруктов, свежей зелени. Да, там огурчики, помидорчики, перчик были нарезаны, апельсины, яблоко, это все. Но хотелось как-то почему-то нам, ну не почему-то, а хотелось все-таки шведский стол. Он тем более не 100 рублей стоит, не дешево, как в приличном, хорошем отеле. Хотелось свежих, вот именно каких-то таких летних, южных овощей, фруктов. Вот, это прям был... еще, кстати, не было на шведском столе вообще ничего рыбного. Была колбаса, был сыр, вот, тоже минус. Рыбы не было вообще. Да, и сладости. Там тоже были печеньки такого типа не супер высокого качества. И не натуральная сгущенка в орешках. А это критично. Для кого-то. Очень критично. Ненатуральная сгущенка, по-моему, еще, кстати, мы заметили везде в Абхазии, она не натуральная. Ну, то есть в любой продукции, которую мы пробовали со сгущенкой, нам казалось, что это не настоящая сгущенка. Вот, такие наблюдения. Блин, мой красный нос, конечно, портится картинка. Друзья, сегодня у нас 7-8 день пребывания в отеле. И сидим на завтраке и анализируем, что нравится, что не нравится. В общем, совет такой, наблюдение такое, что если вы берете отель больше, чем дня на 3, на 4, то берите без завтрака, без шведского стола, потому что он приедается. Мы сейчас уже вот, сколько здесь, больше недели, не знаем уже, что брать, потому что все однообразное. Хочется чего-то нового. И, в принципе, за свою цену можно в кафе в соседних поесть даже дешевле, уже и разнообразить как-то свое меню. Вот. И помимо основного зала внутри ресторана, его мы вам показывали уже, можно покушать также вот тут вот на улочке, посидеть на беседках. Тут так свежо, приятненько, хорошо. А сейчас мы пошли на пляж. Я хочу показать вам, как здесь выглядит пляж, где здесь можно купаться и загорать. Давайте покажу. Вот, мы пришли на пляж в 10 утра, но сейчас еще конец мая.
То есть сегодня у нас 26 мая. Шезлонги еще пустые. Люди загорают. Море еще прохладное, поэтому практически никто не купается. По поводу шезлонгов у бассейна. Сейчас там все занято. Ну, чисто теоретически можно поставить, например, парочку, если очень хочется, и присоединиться к людям рядышком. Примерно, мне кажется, около 9-10 часов там было занято все. То есть, если вы захотите именно у бассейна лежать, загорать и купаться там, то лучше, ну, наверняка в хорошую погоду солнечную занимать пораньше 9 часов там себе местечко. Мы не торопясь, пока я там йогой позанималась, пока позавтракали, пока проснулись, пока дошли, уже было часов, наверное, 10, и поэтому мы не успели какое-то местечко занять у бассейна, но ничего страшного, мы тут пока полежим, позагораем. Вот, и фишка в том, что это семейный, да, семейный отель, поэтому сейчас наверняка ближе там к 12 начнут все уходить на обед с детьми, поэтому мы спокойненько туда переберемся и под зонтиком будем себе там лежать, кайфовать, продолжать дальше. Приплывают летние развлечения. Лодочки тут тоже ездят, на лодочке можно покататься. Банан в виде кошечки. Кашан получается. Кашан получается. Как здесь выглядит в целом пляж на территории отеля? Вот есть такие небольшие, ну, бунгало их нельзя назвать, навесы, которые, если что, не сильно защищают от солнца. Мы под ними можно очень легко сгореть. Есть вот такие зонтики. Шезлонгов хватает. Если они заканчиваются, то приносят сразу новые. Ну, это, по крайней мере, у нас сейчас так. Летом, честно говоря, я не знаю, как будет. Вот, есть вот там еще такая закрытая беседка. И целая беседка под массажный, как так сказать, кабинет, но она открытая. Там вот, например, сейчас никого нет, чисто теоретически туда можно поставить шезлонг и там загорать. Вот. Сейчас покажу, как выглядит вход в море. Ну вот, люди, кто на камушках, кто на шезлонгах, кто на чем. Вот здесь работает пляжный бар. Сейчас сходим, посмотрим, что там есть. Вот, вход вот такой вот. Ну, то есть камушки, откровенные камушки. Никакого песочка, если что, тут нету. Ну, вот там мелкое что-то есть. Ну, тут все в тапочках, естественно. И море чистое. Ну, вот тут вот такие вот камушки. Пляжный бар работает, люди могут заказать коктейли и сапы взять в аренду. Да, переодевалки тут и душ тоже есть на пляже. На территории отеля, кстати, очень хороший Wi-Fi, везде абсолютно. То есть мы даже по вечерам умудряемся фильмы смотреть, то есть хорошо и грузит, несмотря на полную загрузку в отеле. И вот сейчас, например, сидим на пляжном баре, и тут полностью полные 3 палочки. Так что Wi-Fi в отеле хороший. Лед. Вода, лед. Цены на сапы. В принципе, недорого все. А днем у бассейна никого нету. Можно спокойно в тенечке под зонтиком загорать и купаться.
И вот такая красота. Причем прикольно то, что отель находится в, так сказать, начале ущелья. За счет этого здесь какие-то такие ветра бывают периодически теплые, которые вот позволяют, так сказать, сильно не потеть в жаркое время. Вон дельфинчиков увидели на пляже. Уже не первый раз. Часто тут появляются. Видишь? Вот, красивые. Вдвоем, да, они Ну, вроде да. Представлялся? Выбирай колечко. Ух ты, сокровище. Он прям все окочурился. Ну ладно, отпустим его. Дальше лежать. Посмотрите, как выглядит территория отеля с этой стороны, со стороны моря. Красота, конечно, невероятная. И вот там наверху видно замок принца Ольденбургского. Вот тут видно ущелье, оно называется Жуэкварское. Вот оно как-то упоминается в истории, что для его защиты здесь была построена эта крепость Аббат в V веке. Вот, ну пойдемте дальше еще посмотрим, что тут есть, чем можно заняться. Мы еще прошли мимо детской площадки, там еще есть сазан, да, в клетке сидит. Фонтанчик, пойдемте посмотрим. Вот, пляж показали, пляжный бар тоже тут есть, функционирует в теплое время года. Расписание тоже вам сейчас вставим, покажем, сняли отдельно. С 9 до 6, по-моему. А, нет, до последнего гостя. Коктейли мы попробовали в пляжном баре. Алкоголь качественный, все хорошо. Единственное, что, ну, такое скучновато нам показалось, да, коктейльчики. 3 из 5, говорит Даня за кадром. Вот. Ну, главное, что алкоголь качественный, наверное, это один из самых важных моментов. Вот бассейн, люди уже загорают, хоть и облачка, но солнце печет тут вообще очень сильно. Мы сгорели в первый же день, это видно. Поэтому сразу же, как приезжаете, намазывайтесь кремами. А солнце здесь очень опасное. Рядом с бассейном есть, кстати, туалет. Гамачок тут есть, можно поваляться. Сама вообще территория отеля очень красивая, нам очень понравилось. Еще тем, что здесь очень много зелени, очень много цветов, очень вкусно пахнет. Прям приятно находиться, просто гулять здесь. И за счет того, что он как-то так находится между вот горами и морем, здесь вот так практически не дуют ветра, если дуют, то они теплые. И какой-то тут воздух такой влажновато приятный. Но солнце печет, повторюсь еще раз. Аккуратней. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь есть парковка для машин. Можно приехать на машине, попросить, видимо, парковку у отеля. Теннисный стол. Бесплатно выдают ракетки с мячиком. Красивая статуя, очень мне нравится она. Вот, и оттуда мы начали нашу историю. Собственно, замкнули круг, так сказать. Цветочки красивые. Вот детская площадка, тут есть детский батут. Этот отель, кстати, считается семейным. То есть здесь прекрасно отдыхать с детьми. Он больше семейный, чем молодежный, я бы сказала. Фонтанчик, пойдем поближе посмотрим. Вот так красота. Вечером здесь все красиво подсвечивается.
И звезды, кстати, ночью очень видно круто тут. Вот, пришли к сазанам. Их тут двое. Они раз, наверное, в час издают смешные звуки. Пальма, которую видно из нашего номера. Так, и что еще мы тут пропустили? Еще пройдем, пока посмотрим начало крепости и церковь Абаату. Старую тоже церковь. Она находится с другого входа от отеля, где чайхана. Еще, кстати, очень важный момент, где в корпусе, где ресепшн, есть банкомат. То есть там можно снять денежки. В Абхазии действуют рубли. Ни с какими другими валютами переезжать не нужно. На территории отеля можно арендовать машину. Нам сказали, что сутки стоят 4000 рублей. Могут дать, например, Nissan X-Trail. То есть вполне себе очень комфортная машина, удобная. Так, ценник на массажи, спа, депиляция тут даже есть, ногти, вот такие. Так, и ценник, кому интересно, на глажку, стирку, вот такой. Сейчас пойдем посмотрим старинную церковь. Нужно выйти с территории, чтобы туда попасть. Сюда привозят экскурсии с города. Здесь вот написано музей какой-то есть. Наверняка там что-то интересное, но он закрыт. Сейчас закрыт. Вот церковь. Надо ее рассмотреть поближе. Храм называется Святого Ипатия. Построен в VI веке, но, естественно, был уже за это время несколько раз разрушен и восстановлен в 1902 году на средства принцессы Евгении Ольденбургской, супруги принца Ольденбургского, кто здесь все начал восстанавливать. Он считается основателем курорта Гагра. Вот, ну, собственно, потом он был освящен. В 1912 храм посетил Николай II. И все. И она считается абхазской православной церковью. Пойдемте посмотрим, как выглядит один из номеров в нашем корпусе. Кстати, есть кулер. Здесь есть холодная и горячая вода. Всегда, в любое время. Стаканчиков только нет. Ну, это уже можно купить. В коридоре есть утюг и гладильная доска, если что. Пойдемте посмотрим номер. Здесь номерок. Что здесь есть? У нас интересненького: кровать, телевизор, чайничек, шкафчик. Вид красивый. Балкон. Большой, красивый. Так вот выглядит здесь вид. Очень красиво на море. Это 3-й этаж, если что. Номер 303. В корпусе меблированной комнаты.
шкафу что тут есть, давайте скажем. Тапочки. Халаты, как мы понимаем, можно попросить. Есть, кстати, отдельно полотенца, для кого-то это может быть важно, для бассейна. Их меняют каждый день. Так, можно стирку-глажку тут положить, как обычно. Что еще тут есть? Кресло. Тут ванна и туалет. В некоторых номерах душ. Довольно просторно. Дают вот такой вот набор. Здесь шампунь, гель для душа, зубная паста, зубная щетка, шапочка для умывания. Фен есть. Очень, кстати, хочется отметить, в этом номере мы уже пожили несколько дней и поняли, что здесь очень хорошая уборка. То есть только мы повесили этикетку «Приберитесь, пожалуйста, приберитесь в номере», и буквально уже через полчаса возвращаемся, и номер абсолютно чистый. Если нужно поменять полотенце, там как-то просто уборщицу можно найти в любое время, как будто бы везде. Главный менеджер по хаускипингу здесь тоже везде, мы каждый день встречаем. То есть, если что, к ней можно обратиться и в любой момент что-то прибрать, починить. Так. Ну вот так выглядит, например, один из номеров. Есть чуть-чуть поменьше номера. Детские кроватки здесь есть, мы видели, выделяют, потому что это все-таки семейный отель. Вот. Вот посмотрели, как выглядит один из номеров. Это не чернота, это просто ночь. Ну-ка, давай посмотрим, видно ли звезды в Абхазии. Точнее, на телефоне. Ну, чуть-чуть видно, чуть-чуть. Угу. Вон местами видно, да. Ну, что-то как-то прохладненько. Так выглядит отель ночью. Звезды хотели вам показать. Где рыбачить на фонарике? А, вот этот фонарик? Фонарик, ну просто включили штаб-рыбки. Наверное. Это такое интереснее. Вон звезды, да, немножечко видно. И море слышно. Интересно, будет ли нас видно? Вообще не уверена. Солнце укрылось. Вот отель ночью. Ну, не ночью еще. Часов 9, да? Тишина. Музыки нигде нет, только в соседних кафешечках, которые за территорией. Это вот подсвечивается замок принца. Да не, он шире достаточно. Это грузинка. Ну, может быть. Ну и все. Там грузинка. Вот так вот. Прям. А вот сейчас смотри, нас будет видно. Нас видно. Наконец-то. Бассейн с вином можно всем рассказать. Ух ты.
Представляешь, звезды видно на телефоне. Уточнили сейчас, что бассейн тут 27 градусов практически круглый год, но чувствуется он вообще, мне кажется, вообще на все 35 градусов. Очень теплый. Сегодня, кстати, 27 мая. Если что, на улице градусов 20, но очень тепло, все свежо. Отель практически весь уже заполнен. То есть на сезон надо заранее бронировать места в этом отеле. Вот. И в банкомате еще уточнили. В банкомате можно снимать с любой русской карты. Если есть Тинькофф, от 3000 без комиссии съем денег. А остальных всех комиссия 1%, но не работают, не принимают карты МИР. Как это, да, неудивительно, не принимают карты МИР, только Visa и MasterCard. Вот. Вот так вот выглядит красивый отель. Еще раз полюбуйтесь им. В целом, хочется еще немножко сказать про свои впечатления. Как мы оцениваем здесь свой отдых? В общем и целом. На самом деле, 9 дней для этого отеля многовато. Оптимально здесь находиться дней 5-6. Если мы едем в Абхазию, мы рассматриваем отдых исключительно как отдых спокойный, без всяких туз, без лютого веселья. Что-то очень тихое, спокойное, семейное, органичное. Примерно как мужик на саке, который плавает сзади сейчас. Да, вы бы видели, такая тишь да гладь. Типа спокойно, да. Если вы хотите какую-то тусовочку, хотите посидеть у барчика, пообщаться с барменом, посмотреть там на голые жопки, то это вообще не сюда. Сюда приехать с детьми, классно погулять, покупаться в бассейне. Ну и в море тоже, в принципе, если не смущают никого камушки такие крупные, то море тоже классно. Да, море тоже здоровское. Вот. Погулять, посмотреть красоты Абхазии, это все сюда, это классно. Вот. Но если потусить, то не сюда, не в этот отель. Вот. Отель спокойный, тихий. Да, нам здесь, в принципе, все понравилось. Хотелось, как вот мы уже сказали про шведский стол, хотелось в еде только разнообразия больше на шведке. Но просто рекомендую вам не брать шведку, а ходить здесь в ближайшие кафешки, их тут несколько. Да, теперь 3. И оценка нашего отеля будет вот тут вот по разным параметрам. Угу. Что мы делали вообще здесь 8 целых дней, практически 9, как мы тут не превратились в пенсионеров, чем мы занимались, мы вам покажем в следующем видео. Сделаем там еще, скорее всего, обзоры каких-то ближайших кафешек, ресторанов, что мы там ели и какие там цены. Поэтому следующее видео тоже не пропустите. Это было только про конкретно отель Абаата. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Подожди, я еще хочу показать чувака на сапе. Раз уж ты про него сказал. Главное не упасть мне сзади, тут такой обрыв. Вот, тишь да гладь, как выглядит. Вот такой обрыв тут. Оп. Ну там есть спуски, как мы показывали уже сбоку.